Дорогие друзья, дамы и господа, в этом 13-м эпизоде моего мистического романа-ремейка «Я жена Асура» я продолжаю представлять историю вечной пары, которая стала разлученной в результате проклятия, из-за которого муж стал Асуром, а жена– уничтожителем Асуров. Получив благословение Шивы на благополучное воссоединение со своей вечной женой, муж Асур завербовался в межзвездный десант Асуров, прошел через перенос на нужную планету и начал свою службу в этом десанте. В этом 13-м эпизоде я расскажу о необычном пути, который его там ждал. Итак, в этом романе-ремейке «Я жена Асура», я вечная жена, у меня есть вечный муж, и мы с ним вечная пара, оказавшаяся разлученной в результате проклятия, из-за которого мой вечный муж стал Асуром, а я уничтожителем Асуров. Мой вечный муж, ставший Асуром, чтобы найти меня, свою вечную жену, завербовался в межзвездный десант Асуров и посредством захвата чужой зиготы на заданной планете родился там. И так началась его многожизненная одиссея в поисках своей вечной изначальной жены. Вначале он был неприметной пешкой в ассурических мирах. Из-за того, что у него, по проклятию, из-за которого мы стали разлучены, не могло быть детей, и он не мог дать ни одному из родов наследника, он был на низком счету и не мог рассчитывать на хоть какое-то продвижение. Но в десанте Асуров все было иначе. Тут ценилось совсем иное. И его неспособность иметь детей не только не являлась преградой для его карьерного роста, но и стала в какой-то степени даже его козырной картой, так как, не имея такого слабого места, как свои дети, он был невосприимчив к принуждению и шантажу с использованием его детей. Его ничто не удерживало и не стесняло, и он мог идти на самые рискованные задания. У него не было слабого места, и им нельзя было манипулировать, угрожая жизни его близких, так как настоящих близких у него там никогда не было. Он пошел в десант Асуров по другим мирам, только чтобы искать меня, свою вечную жену. Он четко осознавал, что все женщины, с которыми он там сходился, ему по сути никто. Проходной вариант. Так, лишь бы удовлетворить свое вожделение и потешить свое самолюбие. И если надо было пожертвовать теми женщинами, то он без колебаний и стеснения делал это, ни секунды не беспокоясь об их безопасности и благополучии. С глаз долой и с сердца вон. Он шел к своей мечте найти свою вечную жену, и ему не было никакого дела до благополучия и безопасности каких-то других женщин, с которыми он просто делил постель и какую-то часть своей жизни. Чтобы он не забывал о том, для чего он вообще пошел в другие миры, я периодически приходила к нему на территории сна. Это можно было бы назвать сном, так как происходило, когда он спал. Но в то же время это не было просто сном. Там мы с ним на самом деле встречались, и там он ощущал прямой ток, текущий между нами, как между двумя половинками одного целого. Эти как бы сны, а на самом деле встречи на территории сна, не позволяли ему упускать из виду свою цель. И по моему образу, слепку с тех как бы снов он искал меня. Он завел связи с самыми лучшими искателями у асуров, эдакими ищейками, которые умели по образу личности на территории сна находить его. И с их помощью он шел ко мне. Но их услуги стоили очень дорого. И чтобы быть с ними на короткой ноге и иметь средства на оплату их услуг, мой муж Асур, помимо его обычных служебных обязанностей в десанте Асуров, взялся браться за рискованные, высокооплачиваемые заказы нечистых на руку Асуров, которым нужен был результат любой ценой, любой кровью и большой, и малой. Так как в этом деле он был хладнокровен, безжалостен, и его ничто не держало и не могло смутить, он стал лучшим из лучших наемных исполнителей грязной работы. Он стал хорошо известен в определенных кругах у асуров тем, что не признавал никаких нравственных норм и брался за любую работу, какой бы грязной она ни была, лишь бы хорошо платили. Он соблюдал только одно правило – не отступать, пока работа не выполнена. При этом он без зазрения совести жертвовал всем и вся для выполнения своей миссии. Он шел по головам. Если надо, спокойно и безучастно предавал, продавал,
подставлял, закладывал. И ему просто нужны были большие деньги для оплаты услуг тех ищеек, искателей по образу. Он искал меня и ради этого сметал с шахматной доски жизни любую фигуру, не жалея и не щадя ее. И так он приобрел определенного рода репутацию среди асуров, и его стали продвигать по ассурической иерархической лестнице. Его рост в ассурической карьере был стремителен, и под конец он достиг там потолка, ступени Ра, большого асура, который держит под собой большую сеть из асуров и обладает сверхъестественными, в нашем понимании, мистическими способностями. Он стал способен действовать на энергетическом уровне, выкачивать благочестивые заслуги из других и делать много чего еще, выходящего за грань нашего понимания. Будучи эдаким пауком, заведующим большой сетью из подчиненных ему асуров, он получил способность подключаться на энергетическом плане к женщинам, подключать через себя асуров со своей ассурической организацией для выкачки из женщин их благочестивых заслуг. И все это во время выброса из женщины ее женской энергии на пике ее интимного наслаждения. Именно для этого судьба и вела его таким необычным путем. Ведь для того, чтобы исполнилось и проклятие от асуров, чтобы он отдал меня в оргии своим дружкам, и благословение Шивы о нашем благополучном воссоединении, нужно было, чтобы оргии и были, и не были одновременно. А это могло произойти только если бы он стал большим асуром с организацией из асуров под собой и стал бы способен устраивать эдакие оргии на энергетическом плане, имеющие целью на самом деле выкачку с женщин их благочестивых заслуг. При этом оргии ведь и были, и не были одновременно. Оргии были, ведь он подключался к женщине и подключал к ней незримо на энергетическом подключении на расстоянии в ее интиме своих асуров. Но также оргии как бы и не было, так как все действо происходило на энергетическом подключении, а не на физическом плане. На физическом плане ничего такого не было, и женщина даже не догадывалась, что ее нагло поимела на расстоянии куча каких-то там асуров. Линия времени вели моего мужа Асура таким необычным путем только для того, чтобы он достиг высшей ступени ассурической иерархической лестницы, на которой он был бы способен устраивать оргии на энергетическом уровне, которые соответствовали бы и проклятию об оргиях, и благословению о благополучном воссоединении. Достижение вершины этой иерархической лестницы для моего мужа Асура было неизбежно, и провидение в полном соответствии с этой целью выбрало для него такой путь, как судьба в качестве беспринципного наемного исполнителя грязной работы, который готов на любую подлость в надежде хоть на немного приблизиться к своей вожделенной, недостижимой звезде, своей Шакти, вечной жене. И на этом пути он не видел ничего, кроме своей цели, и был готов пожертвовать чем и кем угодно. Он был одержим этой звездой, как Горлум из «Властелина колец» был одержим кольцом всевластия и был готов пойти на любую подлость, лишь бы завладеть им. Я была для моего мужа Асуром тем вожделенным сокровищем, той самой прелестью, ради достижения которой он мог перешагнуть через любого, мог обмануть, оболгать, подставить и уничтожить кого угодно. На этом 13-й эпизод моего мистического романа-ремейка «Я жена Асура» закончен. В следующем эпизоде я расскажу, как же мой муж Асур жил все то время в ожидании нашей с ним встречи и каковы были его отношения с женским полом. А на сегодня все. С вами была Светлана Винудовани. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие эпизоды моего волшебного мистического романа-ремейка «Я жена Асура». Ставьте лайки, пишите комменты, делитесь с другими этим видео. Всего доброго, до новых встреч!